Юйкун — глава комиссии по полетам отдела Лофу Синьчжоу. Она опытна и вызывает доверие, но в то же время остается добродушным и мягким человеком. Она добилась своей должности благодаря своим выдающимся заслугам, пройдя через множество битв еще в юности. Но теперь она решила оставить полеты и полностью посвятить себя своим официальным обязанностям. В игре Юйкун является персонажем, который следует пути гармонии и владеет мнимым типом урона. У Юйкун есть несколько преимуществ. Она может накладывать полезные баффы на отряд, увеличивая силу атаки, критический урон и шанс критического попадания. Эти баффы не зависят от какой-либо характеристики, что делает процесс экипировки намного проще. Она также способна наносить значительный урон по одиночным целям с помощью базовой атаки и сверхспособности, что особенно полезно в битвах с боссами. Благодаря этим возможностям Юйкун можно использоваться не только в роли саппорта, но и как вторичный дамагер. Она также может повысить скорость передвижения команды на некоторое время, что помогает перемещаться по миру и упрощает фарм монстров и сундуков. Юйкун хорошо сочетается с героями, у которых есть бонус атаки, так как эти атаки не считаются за ход и не тратят уровни ревущей тетивы. Она также является отличной поддержкой для героев с мнимым элементом благодаря своему следу «Лук наследия», который увеличивает мнимый урон всех союзников. У Юйкун также есть некоторые недостатки. Для эффективной работы ей требуется высокий показатель скорости, особенно для поддержания активного статуса ревущей тетивы. Скорость должна быть выше, чем у основного дамагера, чтобы обеспечить оптимальную ротацию способностей. Также нужно следить за количеством уровней статуса и чередовать способности таким образом, чтобы ревущая тетива была активна в момент хода главного дамагера. Получение Е6 может упростить ситуацию, но не полностью. Ее сверхспособность требует высокую стоимость энергии, что играет важную роль в геймплее. Чтобы компенсировать это ограничение, необходимо достичь Е2 и использовать восстановление энергии в соединительной веревке планарного украшения. Хотя Юйкун может выступать в роли саб-DPS, ее урон ограничен только одной целью. Приоритет характеристик. При выборе реликвий для Юйкун рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики. Тело, сила атаки. Приоритетным является увеличение силы атаки, чтобы повысить урон Юйкун. Ноги, скорость. Важно увеличить скорость, чтобы обеспечить оптимальную ротацию способностей и поддерживать активный статус ревущей тетивы. Планарная сфера — бонус мнимого урона. Рекомендуется, чтобы использовать Юйкун как саппорт дамагера. Соединительная веревка — скорость восстановления энергии. Хорошей идеей будет выбирать реликвии, которые увеличивают скорость восстановления энергии, чтобы обеспечить более частое использование сверхспособности. Кроме того, в качестве дополнительных характеристик можно обратить внимание на скорость. Повышение скорости может помочь Юйкун быстрее перемещаться по полю боя. Сила атаки. Дополнительная сила атаки увеличит урон, который Юйкун наносит своими способностями. Критический урон / шанс крита. Увеличение шанса критического удара и урона от него может усилить убойную силу Юйкун. Эффект пробития. Повышение эффекта пробития поможет Юйкун преодолевать защиту противников и наносить больший урон. Лучшие световые конусы для Юйкун. Битва не окончена. Этот конус предоставляет баф к восстановлению энергии и дает очко навыков после использования ульты. Это может быть решающим важным фактором в бою. Кроме того, после применения навыка он увеличивает урон союзников, особенно в сочетании со статусом ревущая тетива. Вырезать луну и кроить облако. Это отличный конус из боевого пропуска, который, несмотря на случайность усилений, предоставляет полезные баффы для отряда и Юйкун. Увеличение силы атаки и критического урона повышает урон базовой атаки и сверхспособности, а восстановление энергии помогает быстрее накопить энергию для использования ульты. Прошлое и будущее. Этот конус передает баф следующему герою, поэтому стоит использовать его перед основным дамагером. Танцуй, танцуй, танцуй.
Это оружие позволяет продвигать действия отряда вперед после активации сверхспособности Юйкун, что помогает союзникам использовать свои умения раньше противников. Воспоминания о прошлом. Этот конус особенно полезен, так как повышает эффект пробития, что помогает Юйкун преодолевать уязвимость противников с большей эффективностью. Он также восстанавливает энергию после каждой атаки. Свидание со звездами. Это хороший выбор, если в вашем отряде есть герой с мнимым типом урона. В сочетании со следом «Лук наследия» он становится особенно сильным в моноэлементальных составах. Сцепленные шестерни. Это оружие помогает Юйкун восстанавливать энергию, что особенно полезно на ранних этапах игры, когда у вас еще нет прокачанных реликвий. Оно позволяет чаще использовать сверхспособность. Созвучие. Этот конус повышает скорость на один ход, что может быть полезным, но он уступает другим вариантам из-за временного характера баффа. Учтите, что выбор конуса может зависеть от вашей игровой стратегии и доступных возможностей в вашей коллекции реликвий. Это лишь рекомендации, и вам следует экспериментировать, чтобы найти наиболее эффективную комбинацию для вашего стиля игры. Лучшие реликвии для Юйкун. Стрелок дикой пшеницы. Этот набор реликвий предоставляет прибавку к нужным характеристикам, таким как скорость и сила атаки. Он также повышает урон базовой атаки, что полезно благодаря таланту 7 слоев, одна стрела, усиливающему обычные удары персонажа. Вор падающего метеора. Повышение показателя эффекта пробития в этой реликвии помогает задерживать действия врагов, особенно если Юйкун наносит урон и может пробить уязвимость. Дополнительно, разрушение вражеского щита восстанавливает энергию, что может быть полезно. Головорез бандитской пустыни. Полный комплект этого набора может быть мало полезным, так как требуется выполнение условий для активации пассивного эффекта, которые не всегда могут быть достигнуты. Кроме того, критический урон не является самой приоритетной характеристикой. Однако, комбинирование двух частей этого набора со стрелком дикой пшеницы может быть вполне разумным. Учтите, что выбор реликвий может зависеть от доступных вам опций и вашей игровой стратегии. Это всего лишь рекомендации, и вам следует экспериментировать, чтобы найти наиболее эффективную комбинацию реликвий, подходящую для вашего стиля игры и ситуации в бою. Планарные украшения для Юйкун. Живой ванвак. Это планарное украшение рекомендуется получить в первую очередь. Оно немного увеличивает восстановление энергии и при достижении 120 единиц скорости продвигает действие вперед в начале боя. Это особенно важно, так как Юйкун предпочтительно всегда ходить раньше всех в команде. Флот нестареющих. Хотя прибавка к здоровью не оказывает прямого влияния на урон или баффы, она делает персонажа более живучим и повышает его выживаемость. Кроме того, вторая часть пассивного эффекта обеспечивает отряд дополнительным баффом на силу атаки при наличии 120 единиц скорости. Запечатывающая космос-станция. Сила атаки, предоставляемая этим планарным украшением, будет полезна для увеличения собственного урона Юйкун. Хотя этот набор может уступать по общей полезности для отряда предыдущим вариантам, он может быть альтернативой, если вам не удалось собрать хорошие части живого ванвака или флота нестареющих. Помните, что выбор планарных украшений также зависит от ваших доступных возможностей и игровой стратегии. Рекомендации основаны на общей полезности и сочетаемости этих украшений с характеристиками Юйкун. Экспериментируйте и адаптируйте свой выбор в соответствии с вашими предпочтениями и требованиями боя. Полезные советы. Юйкун является саппортом, который способен накладывать положительные эффекты на своих союзников и усиливать их урон. Ее роль в команде заключается в повышении эффективности отряда и поддержке основного дамагера. Юйкун может успешно встать в любой отряд, где требуется персонаж, выполняющий роль саппорта и способствующий повышению урона союзников. Ее навыки и способности могут значительно улучшить боевую эффективность команды. Играя за Юйкун, следуйте этим рекомендациям, чтобы эффективно использовать ее способности и усиления. Первое.
В начале боя перед вступлением в схватку используйте технику «в погоне за ветром», чтобы получить 2 уровня статуса «Ревущая тетива». Затем атакуйте базовой атакой противника, чтобы получить дополнительный уровень и активировать ревущую тетиву. Второе. Когда наступает ход Юйкун, используйте навык «Воодушевляющий залп», чтобы усилить силу атаки своих союзников на 2 хода. Это поможет повысить их урон и эффективность в бою. Третье. Чередуйте базовую атаку и навык, чтобы постоянно обновлять усиление от таланта 7 слоев, 1 стрела. Базовая атака помогает восстановить очки умений, а навык дает баффы и положительные эффекты союзникам. Четвертое. Постарайтесь использовать сверхспособность «Ныряющий ястреб» тогда, когда у вас есть хотя бы 1 стак статуса «Ревущая тетива». Это позволит максимально использовать ее эффективность и урон. Пятое. Обратите внимание, что если вы используете ультимейт без активного статуса «Ревущая тетива», баффы на критический урон и шанс крита не сработают. Поэтому старайтесь использовать ультимейт в тех случаях, когда статус активен. Важно помнить, что уровни статуса снимаются после каждого хода союзников, поэтому продумывайте свои действия и выбирайте правильный момент для использования базовой атаки и навыка, чтобы активировать и поддерживать статус «Ревущая тетива». Комбинируйте свои способности так, чтобы максимально усилить своих союзников и повысить их эффективность в бою. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь, если еще этого не сделали. Посмотрите другие видео на канале. Увидимся в других видео.